Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор с распаковкой. Будем, распаковывать и обозревать вот этого вот малыша от компании Weber. Давайте сейчас, вскроем коробку, посмотрим, что в ней. Ну, наверное, перед этим все-таки давайте разберем, что же мы будем скрывать. Эта модель называется Smoky Joe Premium. Это портативный барбекю гриль компании Weber, американского лидера, можно сказать, по продажам барбекю грилей. Это одна из тех моделей, которые вы можете взять с собой в любое место. Давайте посмотрим, что в упаковке. Вскроем коробку. Я первый раз вскрываю, ни разу не вскрывал, как обычно. Хочу это сделать первый раз на камеру. Так, давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас здесь ручка. Это, наверное, ножки. Клапана для воздуха, заслонки вернее. Здесь у нас, это, вот схема по сборке, комплектация, что входит в комплект. Сейчас мы это все будем рассматривать и собирать. Здесь дальше у нас вот такой вот. Это приложение, которое можно скачать на мобильный телефон и, соответственно, пользоваться. Application, Weber Grills Application. Отлично. Это здесь у нас, Chuck Grills Owner Suite. Это, инструкция владельца. В переводе с английского угольных грилей. На английском, на испанском и, по-моему, на французском. Этот гриль заказан в США, поэтому здесь, наверное, навряд ли будет что-то на русском. Но не беда. Комплект, крепления, шурупов, болтов, гаек. А вот и сам наш виновник. Так, вот мы извлекли из, коробки. Это, котел с крышкой, ручка, правда, пока еще без, обрамления пластикового. Так, положим вот сюда. Не уронить. И что у нас осталось в коробке? Здесь в коробке у нас осталась, нижняя сеточка, на которой будут находиться угли. Верхняя хромированная сетка для приготовления уже непосредственно пищи, на которой будет готовиться. Пища — это рабочая поверхность. И, если я не ошибаюсь, это наша ручка. Ручка, на которой, непосредственно, будет держаться крышка одновременно, и еще можно использовать как замок. Это, ручка многофункциональная. Я покажу, в процессе сборки, как ею пользоваться. Итак, начнем процесс нашей сборки. Так как показано в инструкции, начнем со сборки основания ножек нашего гриля. Комплект, рухов. Если верить инструкции, нам не понадобится ничего, кроме отвертки, крестовой и плюсовой. Соответственно, у нас, я уже позаботился об этом, имеется отвертка со сменным наконечником. Так что, я думаю, процесс сборки он не будет чересчур сложным.
Потом мы сможем это отрегулировать по направлению отверстий. Очень просто, в принципе, как знак Мерседеса. Так, этот процесс у нас завершен. Сейчас мы будем, значит, устанавливать еще вот это вот крепление и, соответственно, крепить это на котел. Значит, как мы видим, наше основание ножки готовы. Теперь здесь самое главное, вот здесь указано на нашей схеме расположение. Значит, будем располагать вот так. Здесь есть уже заготовленные на фабрике, на заводе отверстия. Соответственно, мы располагаем их вот таким образом, чтобы удобно было закручивать. И у нас еще имеется вот такая вот деталь. Эта деталь, она, значит, у нее есть свое назначение. Сейчас чуть позже мы увидим. Так, для начала давайте для удобства подготовим наши шурупы. Этот болтик, он закручивается снаружи, с наружной части. То есть вот отсюда. Вот сюда. Так. Очень просто ухватывается. И таким же образом мы закручиваем оставшиеся. Вот наши ножки полностью закреплены и установлены. Теперь пришло время установки нашей ручки. Значит, судя по инструкции, у нас осталось всего 2 шайбы. Мы вначале берем шайбу и вот эту вот одну из таких заслонок. Таких заслонок у нас 2. Они будут располагаться справа и слева нашего гриля. Так, таким образом мы сейчас установим сюда их. И здесь также шайба и заслонка. Заслонка, она у нас полукруглая, соответственно, мы будем устанавливать ее, значит, выпуклой стороной наружу, чтобы она повторяла форму нашего гриля. Она хорошо пружинит, поэтому здесь никаких проблем нету с этим. Видите, очень просто устанавливается и, соответственно, прижимает вот эти вот заслонки, которые будут, значит, открываться и закрываться непосредственно в процессе приготовления пищи. И вот давайте протестируем, как это все будет работать. Это вот пружинистый такой вот кусок металла необходим для того, чтобы фиксировать вот эту ручку в открытом положении таким вот образом. Вот так. Так, и, как говорится, эта ручка, она никуда не денется. Сейчас я покажу, для чего нужен весь этот механизм. Сейчас давайте мы обратим внимание на крышку нашего гриля. Это мы пока отложим. Так, вот, значит, крышка. Видите, у нее уже приваренное основание есть. Сейчас мы должны будем закрутить всего лишь вот нашу ручку. Она изготовлена из специального нейлонового такого материала, жароустойчивого, не боится высоких температур, по крайней мере тех, которые, как говорится, считаются нормой для такого гриля. То есть это приблизительно до
300 градусов до 350 градусов Цельсия. Значит, может нагреваться данный гриль в процессе приготовления. Здесь у нас есть шурупчик, такой вот маленький шурупчик. Как показано, значит, в инструкции, просто таким вот образом закручиваем. Здесь есть специальный направляющий, чтобы не ошибиться. Вот. Соответственно, нам нужна будет плюсовая отвертка. Все, намертво. Так. Теперь мы вернемся к нашему котлу. Будем устанавливать сетки. В первую очередь установим маленькую сетку, на которой, значит, располагаются угли во время готовки. Они просто так вот устанавливаются непосредственно вот на эти, в народе, барашки, которые вот мы закрутили на ножках. И, соответственно, самое главное, это вот наша вот эта хромированная поверхность для приготовления. Она располагается сверху. Вот таким вот образом. Здесь есть специальная выемка в котле, которая, значит, вот именно так вот и предназначена для того, чтобы удерживать эту верхнюю решетку. Соответственно, крышка у нас будет располагаться сверху, а вот эта вот верхняя ручка, она, значит, вот удобна еще чем, что вот если мы вот сейчас откроем вот эту вот заслонку, вернее удержалку, у нее есть на ручке есть специальная выемка, видите, вот здесь вот сверху, и при вот, транспортировке есть такой паз, он вот так вот входит сюда и не двигается, и вы можете спокойно взять свой гриль и, соответственно, переместить его в необходимое место, положить в машину. А во время готовки мы вскрываем ручку, вот таким вот образом возвращаем ее на место. И эта ручка, соответственно, будет, значит, для нас одновременно и держалкой для крышки в процессе приготовления пищи. Вот таким вот образом. Очень удобно для чего? Во-первых, заграждает процесс приготовления от ветра, если есть ветер, то есть чтобы пепел не разлетался. В противоположном направлении от ветра вы, значит, ставите эту крышку и, соответственно, вы можете нормально готовить свою еду, не опасаясь каких-либо неприятностей. Соответственно, если вам нужно готовить еду с закрытой крышкой, вы просто ее накрываете, и, соответственно, процесс приготовления уже происходит непосредственно уже в закрытом состоянии. Здесь, как вы видите, тоже присутствуют эти заслонка с отверстиями для воздуха. То есть, соответственно, те, люди, которые, значит, пользуются мангалами, вернее, грилями барбекю, именно вот Weber и, в принципе, других производителей, они знают, что при открытой заслонке, значит, можно получить максимальный жар, значит, в котле. Соответственно, вот эти заслонки боковые тоже должны быть открыты максимально, чтобы воздух поступал снизу и выходил сверху. Вот так вот. И, соответственно, если мы перекроем доступ воздуха, значит, полностью, то гриль потухнет. Если мы будем, допустим, нам нужно уменьшить температуру внутри, вот мы можем просто наполовину перекрыть эти отверстия сверху и снизу, и, соответственно, этим самым регулировать температуру приготовления пищи. Вот такой вот у нас гриль получился сегодня. Хотелось бы дать, значит, немного информации о весе и размерах данного гриля. Значит, данный гриль весит 3 килограмма 600 грамм, диаметр котла 37 сантиметров, расстояние от
края ножки до края ручки около 40 сантиметров. Покрыт, значит, данный гриль специальной жаростойкой эмалью, которая, значит, выдерживает до 800 градусов по Цельсию, значит, температуру. Еще, значит, гарантию завод-изготовитель на котел выдает 10 лет. То есть, наверное, это судит, это, как говорится, указывает о высоком качестве данного продукта. По поводу приобретения данных грилей вы можете найти информацию в описании к данному видео. Надеюсь, что данная информация была вам полезна. Если у вас возникли вопросы, можете написать в комментариях к данному видео. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь, поддержите меня подпиской. Если видео понравилось, поставьте лайк. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых встреч!